Всем привет! Наверное, нет ни одного человека, который бы сомневался в том, что львы способны нападать на людей, и что они это делают очень давно. На эту тему снят замечательный фильм 1996 года «Призраки тьма», за основу которого взяли подлинную историю со львами-людоедами, поедавших рабочих при строительстве железной дороги у реки Цаво в Африке. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. В 2017 году было проведено очередное научное исследование, и ученые выяснили причину, почему эти два льва, которых так и прозвали «призраки тьма», нападали на людей. До этого было принято считать, что львы нападали на людей из-за голода. Открытия, описанные в этом исследовании, дают другое объяснение. Причина кроется в зубах и челюстях, из-за чего животным было мучительно больно охотиться на обычную для них крупную добычу, состоящую из травоядных животных. И они не обгладывали кости убитых людей, что обычно делают львы с костями убитых животных. Это показал анализ их зубов. Это исследование было проведено благодаря тому, что чучела этих львов до сих пор хранятся в Музее естественной истории имени Филда в Чикаго. Что касается недавних нападений львов, то мы приведем лишь знаковые, в которых хочется разобраться и понять причину нападений. Как вы уже поняли из формата канала, мы не приводим трешаковые и чересчур кровавые нападения. Итак, первое нападение произошло в ЮАР 30 апреля 2018 года в провинции Лимпопо, в парке хищников Маракеле. На 67-летнего британского владельца парка Майка напал его же лев, которого он растил с малых лет, когда тот был еще маленьким львенком. Согласно сообщениям, Майк вошел в ограждение льва из-за странного запаха в вольере, который его беспокоил. На видео видно, что он увидел что-то на земле и пытался поднять это. Но, видимо, когда увидел льва, бегущего на него, понял, что ему нужно быстрее скрыться за ограждением. К сожалению, он не успел. Мужчину с серьезными травмами немедленно доставили в больницу. Лев, прозванный как Шамба, как сообщается, был убит после нападения. Этот инцидент в социальных сетях разжег очередные споры. Некоторые осудили мужчину за его беспечность, несмотря на то, что он был знаком с этим львом очень давно. Другие просто пояснили вполне очевидный поступок хищника, который инстинктивно отреагировал на убегающего человека. Но так или иначе, хорошо, когда все заканчивается не так трагично, как кажется на первый взгляд. Хотя льва очень жалко, который поплатился за ошибки взрослого человека, который не первый год знал этого льва. Второе нападение произошло 30 сентября 2017 года в зоопарке Блумфонтейна в ЮАР, когда за руку известного международного регбиста Скотта Болдуина схватил лев. Скотт протянул руку через клетку, чтобы погладить лежащего льва, как домашнего кота, пока животное не схватило его за руку. Регбист сразу же пожалел о своем решении погладить льва. На видео видно, что мужчина начинает кричать и пятиться назад, после чего он вздохнул с облегчением, когда лев отпустил его руку. 29-летнего мужчину отвезли в больницу, где ему наложили швы, и он получил лечение, чтобы не произошло заражение. Тем не менее, его тренер Стив Тенди не испытал никакой симпатии к своему игроку, сообщив, что Скотт проигнорировал инструкции не кормить животных. На пресс-конференции Тенди сказал: «Произошел случай со львом, но, честно говоря, это не имеет никакого отношения к льву. Когда вы суете руку в забор, где есть лев, тогда вас укусят». Это было довольно глупо со стороны Скотта, и ему очень повезло. Это была хорошая поездка, и нам сказали, на каком расстоянии стоит стоять. Я не знаю, чем думал Скотт, думая, что он может погладить льва по голове, как будто это котенок. Позже Скотт посетил Твиттер, чтобы извиниться за отсутствие на игре, и написал: «Если бы я знал, что он не будет впечатлен тем, что я поглажу его львицу, сначала стоило познакомиться с ним первым. Виноват, и для тех, кто переживает за мою руку, к счастью, в скором времени она поправится. И я снова присоединюсь к игре. Спасибо за вашу поддержку и заботу», — написал он. Третье нападение связано с именем известного заклинателя львов Кевина Ричардсона. 28 февраля 2018 года львица Кевина убила 22-летнюю женщину вблизи лагеря, к северу от Претории в ЮАР. Женщина получила критические раны и умерла на месте происшествия. Сообщалось, что очевидцы начали делать женщине искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Но по прибытии медиков женщина скончалась на месте. В тот день Кевин и его коллега взяли 3 львов на прогулку по заповеднику, и один из них начал преследовать импалу. В конце концов, львица убежала на расстоянии порядка 2 километров, где и напала на эту женщину.
Ричардсон сообщил, что он следовал стандартной процедуре, изучая местность на наличие других животных, также давая знать всем в окрестности, что он идет со львами. Женщина не была гостем лагеря, она сопровождала своего друга, чтобы пообщаться с его менеджером, сказал Кевин. Перед тем, как покинуть заповедник, два посетителя пофотографировали за пределами лагеря, где и произошло нападение. Ричардсон стал мировой звездой благодаря своим отношениям с большими кошками, которые запечатлены во многих рекламных роликах и документальных фильмах. Наверное, нет ни одного человека в мире с более теплыми и доверительными отношениями с дикими кошками. Самое популярное видео Ричардсона на YouTube с резвящимися львами было просмотрено более 50 миллионов раз, и под ним было оставлено свыше 22 тысяч комментариев. Реакция зрителей была ошеломляющей, начиная от трепета и зависти до мистификации. Если он умрет, то он умрет в своем раю, делая то, что он любил. Этот парень спокоен со львами, как будто они кролик. И люди часто писали: «Я хочу делать то, что он делает». Как мы видим, все три нападения произошли по вине самих людей, которые не совсем понимали, в какой обстановке и местности они находятся. К сожалению, иногда нападения заканчиваются смертью. И последний ролик, самый противоречивый. Он вызвал волну гнева в сети. На этом ролике видно парочку вооруженных охотников, которые позируют на совместном фото на фоне недавно убитого ими льва. После появляется еще один лев, который набрасывается на них, видимо с целью отомстить за своего побратима. Пользователь Джей Бен Таннер, который загрузил видео на YouTube в 2016 году, утверждает, что эти кадры были получены им в ЮАР, их ему предоставил другой охотник. Пользователь подписал под этим видео, что когда он увидел эти кадры, ему показалось это достаточно веселым. В то же время он пишет, что это видео подчеркивает угрожающую ситуацию, которая сложилась в результате убийства тысячи экзотических диких животных в Африке. И это пора остановить. Животных разводят в неволе с целью охоты на них богатых туристов, которые отстегивают за охоту до 35 тысяч долларов в шаг. И заканчивает он пожеланием, чтобы мы повысили свою осведомленность в этом вопросе и поделились этим видео с друзьями. Этот ролик мы разбирали раньше и показали, что он смонтирован, но сделан с благими намерениями. Подробный разбор вы можете почитать на нашем сайте, ссылка в описании. На самом деле разговор о трофейной охоте начался всерьез в июле 2015 года с убийства льва Сесил, стоматологом из Миннесоты. Убийство произошло за пределами национального парка Хванге в Зимбабве. Смерть льва вызвала возмущение и дискуссию на тему трофейной охоты. По всей видимости, это видео пыталось поддержать эти протесты. Очень популярный лев, известный как Сесил, был убит охотником, который заманил животное за границы парка. После выстрелил в него из арбалета. 13-летний старый лев с черной гривой, носивший GPS-ошейник, был частью проекта исследований Оксфордского университета. Он был найден на частной собственности, прилегающей к обширному африканскому заповеднику. Больше всего поразило то, что Сесил умер не сразу. Раненый лев был добит через 2 дня после первого выстрела. В конечном итоге его убили из винтовки. По мнению специалистов, охотники использовали труп другого животного, чтобы заманить льва за границу парка. Поскольку лев носил GPS-ошейник, было просто отследить все его перемещения. Вот такие нападения мы сегодня разобрали с вами. Кому понравилось, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока. But he's choosing to be outside, and if it gets really cold, he can go into his den in the back. Right, Tao?